Всем доброй ночи или доброе утро, поскольку практически утро. Да, я вот такой вот трудоголик. И сейчас вам объясняю, как проводится ритуал с черепом волка. Я уже показала, как проводится с черепом росомахи. Я провела ритуал передачи силы росомахи бесстрашия человеку через фотографию, можно через вещь. Еще раз объясняю, что черепа животных нам нужны для того, чтобы перенять у них временно их качества для преодоления трудностей. Эти звери должны быть убиты специальным ритуалом. Они должны быть молодые, у них должны быть все зубы. Они должны специальным ритуалом быть прикреплены к человеку. И только тогда можно этот череп считать рабочим и использовать. В данный момент у меня лежит на столе череп волчицы. Волки во всех культурах, во всех пантеонах. Вообще трудно найти пантеон, где нет волка. Волки считались проводниками в мир иных пространств, и волки сопровождали богиню Гекату. Волки считаются одними из слуг темных сил, и они как между пространствами, передающие силу знания человеку, которому, естественно, дано знать это все и разрешено. Если помните, в фильме, в сказке, да, волк сопровождает Ивана Царевича, волк его на себя забирает в темное царство. О чем это говорит? Что волки всегда рассматривались как, если уж так правильно звучит, как проводники, эти духи, да, дух волков. Святая Вальпургия изображается с волком, то с собакой, но чаще с волком. Про Вальпургию как-нибудь расскажу, на самом деле, колдунья, которую обожествили практически. Вот. Итак, для того, чтобы вызвать дух волка и передать силу себе или человеку, нужно определенная трава. Эту траву я скажу только своим и более никому. Сыпем эту траву. Так, еще раз берем. Это сухой спирт. Вообще, конечно, лучше взять угли. Специально они лучше работают и дольше. Но в нашем случае это тоже подходит. Просто я заглушила травой, нужно было по чуть-чуть. Да. Приятный запах. Итак. То, что я провожу перед камерой, тоже работает. Правда, 60% делает свое дело, но работает всегда, потому что эти слова не просто так произносятся. Нужно относиться с уважением к душе и духу того зверя, которого я призываю для помощи. У меня в комнате постоянное оживление, обращайте внимание, то что-то падает, то что-то переворачивается, это нормально. У меня же все-таки определенная сила здесь обитает, так что это неудивительно. Призываю тебя, Матерь волчьей стаи, духами древних волков, явись ко мне. О, служительница древних духов, жрица великих богов, стражница врат вечности. Тропой твоей и по твоему следу пойду я.
вратам вечности, постучусь в них и голосом человеческим призову древние духи и попрошу у них чашу знания тайных и силы великой. Проведи меня, волчья душа, к вратам тьмы, о волчья душа. Посредница и проводница, сослужи мне службу, мать волков и волчьей стаи, стражница душа древней, жрицы, услышь и исполни заклято. И тут говорим то, что хотим. Дай мне тайные знания, усиль мою силу 100 крат, научи меня тому, чему никто не научен. Помоги мне, усиль меня, направь мои стопы к успеху. О душа волчьей стаи, древняя великая жрица, сопроводи меня, помоги мне, будь рядом, защити меня от моих врагов и недругов. Обучай, одаривай знаниями, которые меня приведут к великому успеху. Да будет так истинно, заклято. Вы поверите, если я скажу, что ветер поднялся? Просто. Вот холодом обдало в лицо. Дорогие люди, занимающиеся магией в том числе, не только деньги и богатство просите, но и знания. Ребята, деньги и богатство, они нужны. Но когда у вас есть знания, то, чего другие не знают, когда вы можете 2-3 словами призвать к себе любое дело, любую удачу, любого человека заставить сделать, как вам хочется, это намного сильнее, чем просто временные деньги. Согласны со мной? Просите знания в том числе, потому что древние духи любят, когда мы просим и знания тоже. Всем удачи!